Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Готовим любимые пирожки. Это еще один новый рецепт в нашу коллекцию. Все рецепты пирожков смотрите в плейлисте на канале. Ссылка будет под видео. Там же под видео найдете информацию о канале на других интернет-площадках. Ну и конечно подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео. Давайте начнем. 250 мл теплой воды, 5 граммов сухих дрожжей и 10 граммов сахара. Размешаем до растворения всех крупинок. Ингредиенты в ложках, стаканах, а также точных граммах есть в описании. Подсыпаем часть муки и с ней 8 граммов соли. Также добавляем в тесто 15 граммов крахмала. Размешаем хорошо. Добавляем еще муку. Делай тесто гуще. Теперь выливаем вслед 40 граммов растительного масла. Использую подсолнечное рафинированное. Крахмал использую кукурузный, но можно и картофельный в количестве 10 грамм. Всего муки ушло 400 грамм. Тесто хорошо вымешано, но при этом слегка липкое. Так и должно быть. Собираем тесто в ком, смазываем остатками масла и округлим. Еще раз взгляните на его структуру. Оставляем тесто в тепле на 1,5 часа. За это время в небольшом количестве растительного масла обжариваем нарезанную мелкими кубиками среднюю луковицу. Лук должен быть прозрачным и слегка должен подрумяниться. Теперь можно выкладывать 400 граммов нашинкованной белокочанной капусты. Аккуратно перемешаем и на среднем нагреве готовим до полумягкости, обжаривая вместе с луком, периодически помешивая. Затем посолим, поперчим. Добавляем столовую ложку томатной пасты, без горки. Перемешиваем тщательно, дожариваем все еще вместе пару минут. Готовую начинку оставляем до полного остывания. Тесто простояло ровно 1,5 часа. Оно выбродило, увеличилось больше, чем в 2 раза. Теперь его необходимо обмять. Хорошенько собрать, используя растительное масло, а не муку. Отщипывая небольшие кусочки, делим тесто на 12 частей, перемещая их на смазанную маслом поверхность. Важное замечание: не стоит при разделке использовать слишком много масла, иначе швы пирожков после лепки просто разойдутся. Берем по кусочку теста сразу. Растягиваем не очень тонко руками, кладем ложку с горкой начинки и защипываем пухлый пирожок. Раскладываем пока пирожки на пергамент. Тесто должно еще подойти, и на пергаменте оно не так прилипнет, как к обычному столу. Обязательно пирожки накрываем и начинаем сразу жарить с первого. За это время он уже успел постоять, пока мы слепили последний. Растительное масло следует хорошо разогреть. Придавливая каждый пирожок слегка, опускаем в масло. Пирожки жарятся достаточно быстро, практически моментально, так как тесто тонкое и начинка готовая. Их лучше переворачивать несколько раз, чтобы хорошо обжарились. Но крахмал, который находится в тесте, способствует тому, что даже после остывания такое тесто сохранит свою мягкость, и такие пирожки точно не будут резиновые. Тесто действительно просто шикарное, без преувеличения. Смотрите сами. Выкладываем горячие пирожки на бумажные салфетки, чтобы убрать излишки масла сверху.
После остывания будет не резиновая, можно не переживать. Начинка вкусная, сочная. Вкусно и просто, достаточно бюджетно. Тесто пористое, но при этом не толстое, мягкое, а с пылу с жару хрустящее. Готовьте с удовольствием, ставьте нравится, делитесь видео с друзьями. Оставляйте обязательно комментарии, это все помогает в развитии нашего канала. За это вам большое спасибо. Прощаюсь с вами ненадолго, до нового видео, оно совсем скоро, пока.